Подожди, прежде чем мы начнем, у россиян есть секретная часть имени, о которой никто не рассказывает иностранцам. И сегодня мы ее раскроем. И еще, к концу этого видео ты будешь говорить о семье по-русски лучше, чем многие студенты после года учебы. Привет всем, меня зовут Лена. А меня Макс. Добро пожаловать на подкаст Fun to Unru. Макс, недавно моя студентка написала: «Мой сестра живет в Москве». О, нет, мой сестра — это классика. Именно. И это не просто опечатка. В русском языке каждое слово имеет род. Сестра — женский род, поэтому говорим «моя сестра». Брат — мужской род, поэтому «мой брат». Это как математика. Форма слова меняется, но смысл остается простым. Просто нужно запомнить правила. Именно. И сегодня мы разберем все: слова, ошибки и немного русской культуры. Договорились? Начинаем? Хорошо, но ты сказала, что у россиян есть секретная часть имени. Что это? Это отчество. Часть имени, которая существует только в русском языке. Она образуется от имени отца. Подожди, от имени отца? Да, например, мой отец Виктор. Значит, мое полное имя Лена Викторовна. Если бы у него был сын, сын был бы Викторович. Значит, дочь добавляет Овна или Евна, а сын Ович или Евич. Точно. И это не фамилия. Это личная связь именно с отцом, а не со всей семьей. А когда это используют? Полное официальное имя — это имя плюс отчество плюс фамилия. Например, Анна Викторовна Орлова. Но с друзьями только имя. Отчество нужно на работе, у врача, в официальных документах. Получается, отчество как уровень вежливости? Хорошая аналогия. Именно так. Отлично. Теперь про обычную семью. Кто входит в ближайшую семью? Это родители, муж или жена и дети. Слово «родители», как английское parents, это сразу мама и папа вместе. А можно сказать «мой родитель»? Технически да, единственное число родитель существует. Но в разговоре это звучит странно и слишком официально. Проще сказать «мама» или «папа» отдельно. Понятно. Разговорный язык всегда проще. Кстати, в России есть особое понятие — крестная мать и крестный отец. Это как в западной культуре godparents? Похоже, это не родные мама и папа, а люди, которых выбирают при крещении ребенка. Они не воспитывают ребенка каждый день, но считаются очень близкими на всю жизнь. Особенные люди в жизни ребенка. Именно. Их часто называют просто крестная и крестный. А как назвать братьев и сестер вместе, одним словом? Вот здесь интересно. В русском нет такого слова, как английское siblings. Серьезно? Да, люди просто перечисляют. У меня есть брат и сестра. Каждого называют отдельно. А если нужно сказать, кто старше? Используем старший и младший. Например, мой старший брат, моя младшая сестра. Обрати внимание, окончание меняется по роду, как мы говорили. А если детей нет вообще? Тогда говорят «единственный ребенок». Просто и естественно. Хорошо, с ближайшей семьей разобрались. Теперь расширенная семья. Бабушки, дедушки, тети, дяди. И здесь тоже есть ловушки? Огромная. Многие иностранцы знают слово «кузина» для двоюродной сестры. Но это устаревшее книжное слово. Никто так не говорит. А что говорят? Двоюродный брат или двоюродная сестра. Снова нужен род, в отличие от английского cousin, где одно слово для всех.
Хороший совет. Просто называй имя. Мой двоюродный брат Артём. И сразу понятно. Идеально. А бабушка и дедушка? Теплые слова отдельного официального варианта почти нет. Они подходят для любой ситуации. А как назвать всю расширенную семью вместе? Одним словом, родственники. Все тети, дяди, двоюродные– это родственники. Осторожно, не путайте с родители. Это разные слова. Можно пример? Конечно, на свадьбу пришли 50 родственников. В России это абсолютно нормально. Большие семьи обожают собираться вместе. Говоря о семейных встречах, в России есть особые традиции? Да, одна из самых известных– большой стол по воскресеньям, где собирается вся семья. У нас похожая традиция. Мы всегда лепим пельмени вместе перед Новым годом. Вся семья за одним столом. Звучит уютно и вкусно. Очень. По-русски это называется семейная традиция или семейный обычай. Прежде чем идем дальше, если это видео полезно, поставьте лайк и подпишитесь. Это очень помогает каналу. И вопрос для комментариев. Как на вашем родном языке называют двоюродных братьев и сестер? Одним словом, как в английском, или отдельно, как в русском? Пишите ниже. Теперь поговорим о чем-то очень теплом. Иногда семья– это не только кровные родственники. В русском есть красивое выражение «он мне как брат» или «она мне как сестра». Значит, человек настолько близкий, что чувствуется как семья, без родства. Иногда такие люди важнее, чем настоящая семья. Именно. Эти слова несут очень глубокий смысл в русской культуре. А теперь наша любимая рубрика «Шпаргалка». 5 слов, которые точно пригодятся. Первое. Родственник. Пример. Все мои родственники живут в одном городе. Второе. Традиция. Пример. У нас в семье традиция лепить пельмени перед Новым годом. Третье. Двоюродный. Пример. Мой двоюродный брат живет в Петербурге. Четвертое. Отчество. Пример. Мое отчество Викторовна, потому что моего отца зовут Виктор. Пятое. Ценить. Пример. Я очень ценю свою семью. 5 слов, и ты уже звучишь как носитель языка. Отлично! Теперь попрактикуемся. Представьте видеозвонок другу. Привет, Лена. О, я вижу у тебя на стене фотографию. Привет, Макс. Да, это моя семья. Мы собрались на день рождения бабушки. У меня 2 брата и сестра. И почти все родственники живут рядом. А кто эта женщина рядом с твоим младшим братом? Это моя двоюродная сестра Катя. А тот мужчина справа– Сергей, друг нашей семьи. Он мне как старший брат, хотя мы и не родня. Настоящая дружба иногда сильнее родства. Именно. Я очень ценю свою семью. И настоящую, и ту, которую выбираешь сам.